Всем привет! В этом видео я расскажу, как связать такую простую ажурную кофточку крючком. Вязать можно из любой пряжи. Я вязала из пряжи Yarnart Summer номер 26. Так, здесь в 100 граммах 350 метров, 70% хлопок и 30% вискоза. Вязала крючком 3 миллиметра. Моя кофточка связана на 50 размер и расход пряжи 320 граммов. По размерам сейчас сначала расскажу. Длина ее без лямки я измеряла 59 сантиметров. Вот отсюда я измеряла 59 сантиметров. Ширина в верхней части 67 сантиметров и по нижней части вот здесь 62 сантиметра. Лямка 3 сантиметра. Пройма рукава я оставила 20 сантиметров здесь. И соединение по бокам вот здесь соединила 12 сантиметров. Остальной край открытый. Вяжется очень просто. Два таких прямоугольника, соединенные между собой по бокам, по части, вот здесь, где рукава, на руках эта часть, и связаны лямки. Все остальное открытое. Вяжется очень просто. Узор также простой. Схема узора я показывала уже. У меня на канале есть отдельное видео по этому узору. Поэтому здесь я еще раз провязывать узор не буду, только покажу последний ряд, где я вот здесь вот выравнивала. Остальное я просто расскажу. И если вы не видели видео по узору и вас заинтересовала эта кофточка, то ссылка будет под видео и в правом углу в разделе подсказки. Я оставлю ссылку на это видео по узору. Там же есть ссылка на схему, и я сама провязала в этом видео этот узор. Значит, как вязала? Две части отдельно, переднюю часть и заднюю часть. Они отличаются совсем немного друг от друга. Сейчас я расскажу. Что касается узора, до вот этой обвязки верхней все одинаково. Так, немножко не входит. Итак, я набрала цепочку из воздушных петель, 157 воздушных петель. Провязала в начале 2 ряда столбиками без накида. И затем уже начала вязать узор. При этом в начале вязания я провязывала 3 кромочных столбика. Это я также показывала в видео по узору. Что значит эти 3 кромочных столбика? Они вяжутся в соответствии со схемой. То есть, если ряд начинается и заканчивается со столбиков без накида, то и 3 дополнительных столбика я вяжу столбиками без накида. Если ряд начинается и заканчивается со столбика с одним накидом или со столбика с 2 накидами, то, соответственно, и эти кромочные столбики по 3 с каждой стороны я провязываю точно так же. То есть так же, как начинается и заканчивается ряд. Итак, я провязала этот узор ровно, ничего не прибавляя, не убавляя, высоту 66 рядов. Это 11 раз по 6 рядов. Раппорт узора в высоту составляет 6 рядов, то есть 11 раппортов. 66 рядов провязала ровно. И затем перешла на вязание столбиков без накида. При этом в последнем 11 раппорте, в последнем ряду 11 раппорта я провязала немножко по-другому, не так как по схеме, чтобы выровнять край, так как край у узора, сейчас на образце покажу. Вот я связала образец, сейчас я буду на нем показывать. Вот край вот такой неровный получается. И чтобы его немножко выровнять, я провязала ряд
немножко по-другому. Сейчас буду показывать, как. Значит, провязала весь узор, и затем на передней части. Так, я провязала 7 рядов столбиками без накида, просто туда-обратно столбики без накида. И на задней части 9 рядов столбиков без накида. В этом только все отличие. Дальше. Я связала вот такие лямки. Набирала я петли по передней части, а затем присоединяла к задней части. Это я тоже сейчас покажу, как я это делала. По количеству петель, сколько я оставила, я сделала так. Я приколола булавками, примерила на себя, посмотрела, где у меня лямки топа, который я надеваю под эту кофточку, и там же наметила связать эти лямки. Это также может каждый сделать по себе, потому как все равно ширина плеч и так далее у всех разная, кому как нравится. Так самый удобный способ — это примерять на себя. По количеству столбиков я сейчас скажу. В конце у меня также было здесь 157 столбиков, как и в начале получилось. И я, значит, распределила так: 41 столбик до лямки, 9 столбиков лямка, 57 столбиков — это горловина, 9 столбиков лямка и 41 столбик вторая сторона плеча. Плечи получаются здесь открытые, можно их больше зашить, лямки можно шире сделать. Это уже по желанию, конечно, каждый может сделать по-своему. Здесь я соединила по 7 столбиков без накида между собой. Можно 7, 9, 11, кому как нравится. Можно совсем небольшое здесь оставить и полностью сшить плечо. Но в любом случае его лучше оставить, так как здесь все-таки из-за лямки должно быть какое-то расстояние открытым. Итак, на словах я рассказала. Теперь давайте я покажу, как я провязывала последний 6-й ряд последнего 11-го раппорта. Так, у меня на образце вязание закончено 5-м рядом, и сейчас я буду провязывать 6-й ряд, так как я провязывала. Делаю воздушную петлю, перехожу, разворачиваю вязание, перехожу на вязание 6-го ряда. Начинаю с 3 кромочных столбиков, так как этот ряд начинается со столбиков без накида, их также провязываю. Это все так же, как я показывала в том видео. 1, 2, 3. И по схеме еще 3 столбика без накида должно быть. 1, 2, 3. И вот здесь сейчас по схеме должно быть 7 столбиков, прошу прощения, 7 воздушных петель. Для того, чтобы выровнять край, я провяжу не 7, а 5 воздушных петель. То есть вначале я связала 6 столбиков без накида, и дальше чередую 5 столбиков, 5 воздушных петель, 3, 4, 5, и над веером провязываю. В веере здесь 5 столбиков с одним накидом, над ними провязываю 5 столбиков без накида. То есть 5 воздушных петель, 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И так чередую до конца ряда: 5 воздушных петель, 5 столбиков, 5 воздушных петель, 5 столбиков. В конце ряда будет 5 воздушных петель и 6 столбиков. То есть 3, которые по схеме у нас идут. 1, 2, 3. И 3 дополнительных. Я их называю кромочные столбики. 1, 2, 3. Все, вот так вот ряд выравнивается. Уже он не смотрится волной. И дальше я провязываю верхнюю обвязку столбиками без накида. Столбики без накида провязываю также.
воздушная петля, разворачиваю вязание и над каждым столбиком вяжу по столбику, то есть 6 столбиков в начале, 1, 2, 3, 4, 5, 6, а над цепочкой из воздушных петель провязываю 5 столбиков без накида. Также крючок ввожу прямо под цепочку. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5. Снова прихожу, у меня здесь 5 столбиков было без накида, над ними также провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И так до конца ряда. Над цепочкой 5 столбиков, над столбиками 5 столбиков. И продолжаем. Над цепочкой 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце ряда будет 6 столбиков, так же как в начале. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше я над этими столбиками, вот у меня стало 157 столбиков, и я провязывала над каждым столбиком по столбику. Здесь тоже никаких ни убавок, ни прибавок. Провязала 7 рядов по передней части и 9 рядов по задней части. Сейчас я несколько рядов провяжу и покажу, как я вязала лямку. Закончив вязание столбиками без накида, нить я оборвала. И затем по лицевой стороне я набирала петли. Не набирала петли, а сразу начала вязать лямку, пропустив, как я сказала, 41 столбик. Здесь, конечно, я так не буду делать, чтобы показать и как присоединить. Пропущу несколько столбиков, сразу беру рабочую нить и начинаю провязывать столбики без накида. Делаю воздушную петлю, еще одну для первого столбика, и в каждый столбик провязываю 9 столбиков. 2, 3, 4, ну, здесь 7 провяжу, 5, 6, 7. И затем также, как я вязала и по краю, делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и в каждую, начиная с первой петли, провязываю над каждым столбиком столбик. 3, 4, 5, 6. Последний над воздушной петлей подъема 7. И так каждый ряд. Воздушная петля, разворачиваюсь и в каждую петлю провязываю столбики. Так я провязала на своих лямках по 6 рядов. Вот я вяжу уже 3-й ряд. Сейчас еще пару рядов провяжу. Или один провяжу еще и покажу, как я присоединяла. Провязав 6 рядов столбиков лямки, я приложила переднюю часть и заднюю часть друг к другу лицевыми сторонами. Здесь я так сложу на образце. Вот у меня лицевая сторона. Складываю лицевыми сторонами друг к другу заднюю и переднюю часть. Отмечаю также на задней части 41 столбик, пропускаю, выделяю маркерами 9 петель лямки и присоединяю, как бы сшиваю их соединительными столбиками. Ввожу крючок в петлю задней части, вытягиваю нить и провязываю воздушную петлю. И теперь, продолжая, также подхватываю одну петлю задней части, одну петлю от лямки, вытягиваю нить и протягиваю через предыдущую петлю, то есть соединительный столбик. И так каждый столбик.
в петлю задней части, следующая петля лямки, вытягиваю нить, протягиваю через предыдущую. И так соединяю, присоединяю лямку соединительными столбиками. Затем на лицевой стороне получается вот такой аккуратный шов. Также точно я соединила по рукавам. Вот здесь. Приложив вот так лицевыми сторонами друг к другу, здесь провязала по 7 столбиков вместе. И на лицевой стороне получается вот так. Можно иглой сшить, это кому как больше нравится. Так, это я сейчас распущу. Дальше с лямкой понятно, и осталось боковые части, как я сшивала по 12 здесь сантиметров. Сшивала я иглой. Также можно соединить и соединительными столбиками крючком, как я сейчас показывала, но мне показалось аккуратнее сшить иглой. Иглой сшивала обычным способом, захватывая столбики с каждой части вместе и провязывая. Так, сейчас я покажу как. Вот я вдела нить в иглу, сшивала этой же нитью, которой вязала, вот так. Захватываю отсюда нить, вот так, отсюда нить. Ну, здесь сначала закрепить, естественно, нить нужно, затем спрятать. И провязывала так. Ой, не провязывала, прошивала, сшивала. Вот так. Затем эту нить справа обернула иглу и провязала. Затем пропускаю немножко, пару миллиметров, и еще раз, вот таким образом, так как оверлок. Вот так подхватываю нити. И получается довольно крепкий шов. Я так сшивала платье, которое вязала тоже крючком из Элиза Дива, и сколько ему уже времени, 3 года уже. Все отлично держится. Таким образом. Шов получается незаметный, аккуратный, не создает утолщения. Хотя, как я сказала, можно и крючком это сделать. Как видите, вяжется все очень просто. Из 2 прямоугольников получается готовое изделие. После того, как я все сделала, заправила кончики и постирала. Стирала в стиральной машине при температуре 30 градусов на обычном режиме, отжим 800 оборотов. И изделие совсем не деформировалось. Оно не вытянулось ни в длину, ни в ширину, никак не растянулось. Несмотря на то, что здесь вискоза, полотно получилось вполне стабильное. Вот эту верхнюю часть, где я вязала 7 и 9 столбиков, ее также можно связать еще шире. Можно связать резинкой, когда вяжут за заднюю стенку петли, тоже будет неплохо смотреться. Но я так попробовала, мне не очень понравилось, потому что оно немножко не сочеталось с боковой стороной. Можно связать ее выше и по спинке, допустим, здесь 7, здесь 11. Это уже только путем примерки. Я все на себя примеряла, и вот когда меня результат уже удовлетворил, тогда я закончила вязание. Я рассказала все. Если остались вопросы, задавайте в комментариях, обязательно отвечу. Если свяжете, присылайте фото своих работ. А на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.